Всем привет! Как вы знаете, номер кошелька Signum отличается от большинства кошельков блокчейна и имеет следующее строение. Большую заглавную английскую букву S, дефис, 3 ряда цифр и букв в 4 символа и заканчивается на 5 символов. Друг от друга эти значения отделены знаком дефис. Возможно, вам приходилось видеть кошельки наподобие этого, где часть из представленных значений являлась английским словом. Такой кошелек очень легко заметить среди множества других, и он имеет свою эдакую изюминку. Вручную подобрать такое значение является практически невозможной задачей, ведь вам нужно перебрать тысячи, а то и миллионы паролей, чтобы подобрать похожее значение. Однако существует программа, благодаря которой это можно сделать в считанные минуты. О ней в этом видео и пойдет речь. Но вначале давайте рассмотрим, как имя кошелька зависит непосредственно от секретной фразы. Для примера возьмем программу BTDEX. При создании кошелька программа автоматически нам предлагает использовать 12 рандомных слов, которые будут составлять вашу общую секретную фразу. Тем не менее, немногие знают, что данную фразу можно не использовать и ввести свое значение. Притом это значение может быть абсолютно любым. Это может быть одно большое длинное слово, состоящее из букв и цифр, либо это может быть десяток слов и цифр, разделенных пробелами и так далее. Чтобы создать кошелек по своей собственной секретной фразе, необходимо нажать на галочку I want to use recover phrase и ввести то ваше значение, которое вы бы хотели использовать в качестве секретной фразы. Для примера я введу данное значение, создам пин-код и создам кошелек. Как мы видим, рандомный кошелек создан с нашей собственной секретной фразой. Если быть более точным, кошелек не создается, он уже есть в системе блокчейна, просто в зависимости от той фразы, которую вы указали, подбирается непосредственно его значение. Теперь давайте перейдем непосредственно к программе. Она создана человеком под ником aHacker, который является непосредственно разработчиком самого блокчейна Signum, за что ему особый респект. Программа называется Signum Vanity Address Generator. Ссылка будет в описании. Чтобы данная программа могла работать на вашем Windows, вам необходимо иметь Java модуль под названием OpenJDK версии 11 либо выше. По умолчанию у вас будет стоять более ранняя версия, на моем примере это была 8. Чтобы проверить свою версию Java, необходимо открыть командную строку. Для этого надо нажать сочетание клавиш Windows плюс английская R и ввести команду cmd. В открывшемся окне необходимо ввести Java version. Если ваша версия более ранняя, чем 11, вам необходимо установить данный модуль. Ссылка на данный пакет в описании на GitHub ведет непосредственно на сайт официальной разработки данного пакета. К сожалению, данный пакет не имеет файла установщика и нужно производить огромные танцы с бубном, чтобы его поставить на свою систему. Поэтому я решил пойти более простым путем и нашел сайт, на котором данный пакет уже представлен с установщиком. Ссылка также будет в описании. Выбираем пункт OpenJDK11, оставляем галочку Hotspot и нажимаем кнопку «Скачать последний релиз». Загрузка пошла. Открываем файл, здесь все банально, нажимаем «Запустить», жмем «Далее», «Далее», подтверждаем права и ждем окончания установки. Теперь непосредственно возвращаемся к самой программе. В правом окне мы видим релиз, открываем его и качаем программу, которая заканчивается на .jar. Защитник браузера может ругаться, это нормально, мы жмем сохранить. Чтобы было проще запустить эту программу, я перенесу ее в корневой каталог диска D. Переходим на GitHub и смотрим, из чего состоит данная программа. Суть программы — это перебор секретных фраз непосредственно для поиска указанного вами слова, которое будет участвовать в наименовании кошелька. С помощью команды help можно вызвать контекстное меню, которое расскажет о всех ее параметрах. Пройдемся по параметрам. Параметр P обозначает номер позиции вашего слова в кошельке. Если вы поставите значение 2, то позиция будет находиться здесь. Соответственно, если вы хотите ввести свое уникальное слово в конце кошелька, вам необходимо указать номер 4. Параметр T — это непосредственно то слово, которое вы хотите найти. В данном примере это непосредственно слово beer. Параметр W отвечает за создание 12 слов для секретной фразы. Если его не использовать, то секретная фраза будет представлять собой набор букв и цифр.
Параметр O это тайм-аут в поиске. По умолчанию это 30 минут. Если по прошествию этого времени программа не найдет нужный кошелек, она просто прекратит свою работу. Переходим непосредственно к запуску программы. Нажимаем снова Windows R, вводим команду cmd, у нас появляется командная строка. Так как у меня программа лежит на диске D, мне необходимо переключиться с C на D. Я ввожу команду. Я переключился на диск D. Теперь мне необходимо запустить программу с указанными параметрами. Переходим к описанию на GitHub и копируем данную команду. Java, jar, название непосредственно выполняемого файла и наименование слова, которое мы хотим найти. При таких настройках и отсутствии других дополнительных параметров, данная строчка будет искать слово beer в первой группе символов с тайм-аутом в 30 минут. Стоит также заметить, что есть буквы и цифры, которые являются исключениями. Соответственно, если мы введем слово moon, программа выдаст нам ошибку, что цель не может содержать в себе единицу, заглавную I, 0 или букву O. Соответственно, при выборе вашего слова учитывайте эту особенность. Давайте для примера введем слово cake и начнем поиск. Прошло 36 секунд, программе потребовалось 440 тысяч раундов, чтобы подобрать секретную фразу. Данная фраза выглядит так. Теперь проверим ее в кошельке. Нажимаем галочку «Я хочу восстановить секретное слово», вводим данную фразу, придумываем пин-код, жмем «Я принимаю условия лицензии», ОК. Как мы видим, номер кошелька совпадает с тем, который мы нашли. Теперь давайте попробуем найти слово dump во второй группе символов с указанием кодовой фразы в 12 ключевых слов и тайм-аутом на поиск в 15 минут. Копируем данный текст. Изменяем слово. Позиция номер 2. Жмем Enter. Данный поиск занял больше времени и составил 3,5 минуты. Чтобы проще было ввести данные нового кошелька, мы удаляем config файл из папки программы BTDEX. Снова восстанавливаем кошелек с этими 12 словами. Как видим, все получилось верно. Ну и в третьем примере давайте попробуем ввести последнюю группу символов, состоящую из 5 знаков. Копируем команду. Для интереса вводим название burst. P равняется 4, то есть последнее значение. Так как поиск может занять достаточно долгое время, тайм-аут мы поставим очень большой. Как видно, на поиск 5 символов понадобилось уже больше времени, прошло 16,5 минут. Проверяем данный кошелек. Кодовая фраза подходит для нужного кошелька. Стоит заметить, что для последней группы символов есть ограничение для первого наименования. Оно может быть только в виде чисел от 2 до 9 и букв от A до H. Соответственно, как видно в примере выше, слово space написано через 5, потому что буква S не подходит. Если мы попробуем ввести данную команду через английскую S, то программа выдаст ошибку и напишет нам об этом. При подборе английских слов можно использовать фантазию и учитывать первую букву S при выборе слова. Примеры слов, которые имеют значение с S и без, вы сейчас видите на экране. Как мы видим, чем больше букв в слове, тем значительно больше программе нужно времени для его нахождения. Слова из 6 букв могут искаться уже несколько суток, а то и больше. Также стоит заметить, что чисто гипотетически шанс подбора кошелька другим человеком имеет место быть. Но вероятность такого события в разы меньше, чем шанс выиграть лотерею. Поэтому по данному поводу не стоит волноваться. Также, если вы занимаетесь майнингом, то надо понимать, что перенести уже готовые плоты на данный кошелек не получится. Но его можно использовать как второстепенный интересный адрес. Пожалуй, это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Лайки, подписка, комменты, ну вы знаете. На этом все. Всем пока.